Случай произошел в квартире на 5-м этаже многоэтажки. У Лены была собака хаски по кличке Дина, которую ей подарил бывший возлюбленный. Она ее очень любила, но из-за разгульной жизни хозяйки, Дине часто приходилось оставаться дома одной на целые сутки. Лена всегда оставляла в доме еду и пеленки, если куда-то надолго уходила. Собака послушно исправляла на них нужду. Однажды Лену позвали на гулянку в соседний город. Та, как и обычно, оставила миски с едой и водой и поехала отдыхать. Прошло пару дней, хозяйка так и не появилась. Дина, уже привыкшая к таким моментам, спокойно ждала, пока та вернется. Еда и вода у нее закончилась, но терпение пока еще осталось. На 3-й день собака начала паниковать и метаться по дому. У нее было хорошее воспитание, и несмотря на то, что ее уже мучил голод, Дина не позволяла себе наводить беспорядок в поисках еды. В это самое время, хозяйка отлично проводила время с новым ухажером, с которым познакомилась в первый день отдыха. Она понимала, что собака дома одна, и тешила себя надеждами, что Дина потерпит еще денек и ничего страшного с ней не произойдет. Прошла неделя. За это время Дина все же решилась и прогрызла отверстие в двери на кухню. Там на плите стояли кастрюли с едой, которая также довольно быстро закончилась. Ей с трудом, но все же удалось открыть дверцу холодильника, которую она также со временем опустошила. В это время Лена, забыв про своего питомца, счастливо чалилась на море со своим кавалером, который забрал ее с собой и пообещал золотые горы. Дина с горем пополам провела в одиночестве и голоде 2 недели. Она сильно истощала, но за все время отсутствия хозяйки не произнесла ни звука. В какой-то момент она все же отчаялась и начала неистово выть и лаять. Соседи злились, даже приходили и стучали в дверь. В эти моменты Дина замолкала и садилась у двери в надежде, что сейчас зайдет хозяйка. Этого, увы, не происходило, и люди возвращались домой, думая, что собаку успокоили. На протяжении нескольких дней происходило все то же самое, но никто из соседей даже не соизволил позвонить и вызвать полицию. Со временем вой с лаем и вовсе прекратились. Дина уже просто лежала и ждала своей участи. Лишь иногда только поднималась, с трудом опиралась лапами на подоконник и с крохотной надеждой смотрела в окно. Это ее в итоге и спасло. В один из дней обычный курьер по доставке еды привез заказ в соседнюю квартиру. Он сразу заметил Дину, которая жалостно смотрела на него. Найдя нужную квартиру и отдав заказ, он невзначай сказал про собаку, которая смотрела на него из окна. Женщина сразу же со злостью начала рассказывать о том, что они ночами не спали из-за лая и воя. Что хозяйка опять загуляла и не следит за своей собакой, а когда стучат, та не выходит и успокаивает свою скотину. На этом их разговор закончился. Другой человек просто бы ушел дальше заниматься своими делами, но курьера это почему-то насторожило. Мужчина сам собачник, и в доме у него 5 собак. Выйдя из подъезда, он обратил внимание на то самое окно, но Дины там уже не было. Он долго стоял и ждал. Вскоре он поднялся обратно и постучал в ту самую дверь, но ему никто не открыл. Курьер все же уехал работать, но вечером вернулся обратно. Постучав в дверь, ему также никто не открыл. После долгих ожиданий он поехал домой, но на утро снова вернулся. Дверь все так же никто не открывал. Он решил поговорить с соседями, чтобы понять ситуацию, и после общения, почуяв неладное, мужчина позвонил в полицию. Осознавая все риски, он приврал о том, что это его родственники и что уже давно никто не открывает, а там собака. Соседи подтвердили его слова, и дверь все же взломали. В квартире ужасно воняло, все было разбросано, мебель и двери были порваны и погрызаны, а на полу посреди зала лежала обезображенная и истощенная собака.
Она даже не шевельнулась. Сначала подумали, что она уже мертва, но затем увидели, как Дина из последних сил дышит и моргает глазами. Мужчина, курьер, схватил ее на руки, отнес в машину и поехал в ветклинику. Шансов у собачки практически не было, но благодаря усилиям врачей ей все же удалось спасти. Мужчина вскоре забрал Дину к себе домой и благодаря хорошему уходу, хоть и с трудом, собачка со временем вернулась в норму. Хозяйку квартиры не могли найти 2 месяца. Вскоре она вернулась и была шокирована и очень удивлена произошедшему. У нее на душе не было ни капли вины, только одни нелепые оправдания. Она обошлась всего лишь небольшим штрафом. Соседи понимали и чувствовали свою вину за то, что не сразу поняли и не среагировали. Женщину все стали ненавидеть, оскорблять и унижать, но это самое малое от того, чего она на самом деле достойна. Из-за всего негатива, ей пришлось продать квартиру и уехать жить в другое место, которое никому не известно. Я надеюсь, что она осознала и поняла свою вину. Она отделалась всего лишь маленьким испугом. Оправдания для нее нет никакого, и наказание за этот поступок должно было быть самым, что ни на есть, строгим. Но, увы, к сожалению, жизнь человека и обычного питомца ценится по-разному, и за это очень жаль. На этом все. Подпишитесь на канал и поставьте лайк, если история вам понравилась.